Гуннеланд – земля гуннов скандинавских саг на месте славян. Некоторые скандинавские саги, например, сага о Хервер, описывают события, происходившие на территории Руси в эпоху между появлением славян и падением Рима. Там действуют огромные армии, блистательные королевства, свирепые кочевники и могучие витязи. Одним из самых мощных государств этих земель была Гуннеланд, земля гуннов. Исследователи помещают ее в Восточной Европе, на границе степной зоны. От страны готов ее отделяет священный лес Мирквуд, а на юге ее отсекает от Европы Дунай. Столицей Гуннеланда был город Вальтербург. Странно, конечно, что земля кочевников гуннов имеет четкие границы и даже столицу, чего у реальных гуннов не бывало. Но в мифологии гунны имеют черты скорее оседлого и довольно близкого германцам народа, а сам Аттила Атли нередко выступает на стороне германского мира. Одна из саг вообще помещает Гуннеланд в Бьярмии, где-то в районе современного Пермского края. А ряд датских сказаний говорит о том, что Аттила был фрисского рода, а Гуннеланд – это земля франков. В общем, локации и герои изрядно путались и смешивались. Гуннеланд разграбил удачливый конунг Вальдемар из Руси, может быть, это князь Владимир. По времени Вальдемар и Владимир Красносолнышко не могут быть одним и тем же лицом, однако это показывает суть их взаимоотношений. А ранее на землях Гуннеланда началась война готов и гуннов, когда вождь готов Ангастюр забирает себе все наследство прежнего короля. Тогда его брат Хлёд, от дочери гуннского правителя, прибывает с гуннской армией в границы леса Мирквуд, объявив тем самым войну. Гунны пробиваются через лес в готские владения и берут штурмом одну из приграничных крепостей, которую защищала воительница Хервер. Затем они идут дальше и на Дунае, в оригинале Дунхейт, встречаются с готской армией, сражение с которой длится несколько дней и завершается разгромом гуннов. Исторический аналог событий битва при реке Неда, где восставшие против гуннов гепиды. Остроготы и примкнувшие к ним более мелкие племена победили гуннских наследников Аттилы, что положило конец их империи. Битва длилась 3 дня, носила эпические масштабы, после чего фраза про окрасившиеся кровью воды Великой реки стали штампом. Таким образом, в искаженной мифической форме, Гуннеланд стал памятью о том, что когда-то на русских землях находилось царство гуннов, как и готов, география которого не ясна, но оттого суть не меняется. Впрочем, наиболее точная его локализация принята недавно – область гудов, ятвяжского племени, которая лежит по Неману и граничит с огромным лесом, Беловежской пущей, весьма похоже на описание Гуннеланда из саг. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.